Сегодня будем приводить в чувство вот такой вот палец. В чем заключается проблема? Износилась фиксирующая пластина. Здесь вот сюда вот вставляется. Здесь износился сам паз. Сама пластина износилась. Это вовремя не увидели. И палец уехал внутрь. Вот здесь вот так идет стрела. Где-то вот посюда. Она вместе с фиксирующей пластиной уехала внутрь. Так как сам палец сделан из трубы, скорее всего с ТВЧ закалкой, при изготовлении, вот здесь вот видно, вот она здесь широкая, здесь узкая. При изготовлении, чтобы нормально профрезеровать паз, они, видимо, сняли закаленный слой, потому что я проверил, палец хороший, напильник его почти не берет. И получается здесь заужение. И вот стрела съехала на это заужение, а здесь получается металл мягкий, не закаленный. И он не просто съехал, если посмотреть, видно эллипс. То есть ее смяло вот в этом месте. Палец я весь промерил. Везде, в принципе, размер нормальный, хоть он такой, как бы, временем поеденный немного. Он как-то тут немножко ржавчины схватил. Когда-то стоял. В принципе, здесь размер везде практически идеальный. Здесь буквально там пару соток ушло. А вот это место смяло. Именно смяло, его не износило. Потому что палец, в принципе, фиксировался, и он еще не двигался. То есть он чуть-чуть как бы уехал, но крутиться он еще не крутился. И вот здесь вот, там всего в стреле где-то сантиметра полтора упор. Ну не упор, а как бы площадка. Ну, вот. И получается, за счет того, что оно съехало, площадь опорная меньше. Ну, вот. Его начало в том месте, где ТВЧ закалка снята, что здесь вот он пилится, здесь он не пилится. Ну, где ТВЧ закалка смята, его начало сминать. И за этим металлом утянуло где-то вот чуть меньше сантиметра. Металла утянуло, тоже в диаметр уменьшился. Получается, весь палец, в принципе, живой и нормальный, а последние где-то миллиметров 5-7 у него на миллиметр меньше. Вот. Естественно, он болтается. Что он немножечко там, опять же, где-то миллиметров 5 разбил посадочное свое. Но не сильно, там не так сильно, здесь больше разбило. Но вот. В чем вопрос? Можно было бы заменить целиком палец, но его не найти. Техника уже старая, пальца нету. Пальцы хорошие, каленые, стоят немерено, и они все длиной, все сильно больше длиной. Он диаметром 90 большой, и они все длиннее. Вот. А те, которые недорогие, они явно не каленые. То есть они там от китайской техники, и там по отзывам не очень. План какой? Срезаю вот эту вот часть, потому что он заходит не до конца, здесь где-то сантиметр остается снаружи. Ну, вот. Фиксация у пальца только вот через вот этот паз. И как бы со временем там посадочные уже не так хороши, но вот хорошо бы его зафиксировать как-то понадежнее. Ну, вот. Срезаю вот это вот место целиком. Палец заходит внутрь полностью, за подлицо. Вот эта часть до конца заходит. И с этой стороны он получается за подлицо. Вот. И так как он полый, изготавливаю сюда болт. Получается, болт будет где-то 62 на 400. С одной стороны шляпка будет с фиксацией, то есть болт посажу на горячую. Вот. С этой стороны фиксация будет через пластину, а с этой стороны гайка. Вот. И заодно, наверное, опорную поверхность чуть побольше сделаю. В мастерской холодно, камера особо не держит зарядку, старенькая уже. И штатив я куда-то потерял, поэтому сегодня таймлапсов не будет. Буду просто эпизодически снимать. В качестве материала вот такой вот квадратик 80 на 80. И пластинка 16.
все делать. Там еще надо будет для гаечки кусочек этого полиамида. У меня есть где взять. Ободрал квадратик. Предварительно подготовил фасочку для приварки головки болта от плиты. Сейчас буду плиту обдирать, делать отверстие, тоже фасочку сниму, чтобы хорошо все обварить. На валу фасочка, такое колечко сделал, тоже с фаской. Теперь надо все это обварить. Такая глубокая фаска с двух сторон, потому что пластина 16 мм. Варить буду в много проходов. Вот так вот обварилось все это. Сварщик из меня, конечно, так себе. Внутренняя поверхность пальца оказалась слишком неровной, поэтому ее надо было начисто проточить, а резца нужной длины у меня не оказалось. Поэтому быстренько на скорую руку из полуоси я изготовил вот такой вот удлинитель.
Процесс запрессовки болта в палец я снимать не стал. Мне было не до этого, запрессовывал на горячую, и меня больше волновало, как бы он не застрял посередине.
после сварки сбрызнул краской, чтобы не ржавело. Вот так вот получилось. С другой стороны вот так.